Никто меня не заставлял петь эту песню. У вас просто не было ТикТока. Он мне тогда, по сути, сломал жизнь. А вы ему в пятак? Нифига, я продолжала петь. Лариса Сандак, сегодня Владимир Владимирович будет на концерте. Я понимала, что я больше в таких условиях жить не могу. Себя считают звездами, но которые даже не знают, на какой линейке ноты находится. Когда вы последний раз съели жареную картошечку? Скажи, Гордеевой, скажи. В последнее время плохо сплю очень. Я не знаю, с чем это связано. То ли из-за того, что много работы, и я практически не отдыхаю. У меня и отпуска в этом году не было. Было 5 дней всего. За 5 дней как отдохнешь? Не отдохнешь. Мне кажется, что вы, наконец, сейчас, чуть ли не впервые в своей жизни, довольны тем, как вы выглядите. Это да. Да. Это правда? Это правда. А вы бесконечно либо что-то записываете, либо в чем-то участвуете. То есть у вас куча проектов, и нельзя сказать, что вы где-то остановились там вот на погоде в доме. То есть вы идете все время вперед. Не, я все время, да, я пытаюсь все время идти куда-то. Экспериментирую, ничего не боюсь. Мы с вами в лифте обсуждали, что вы участвуете, даже там вы участвовали в «Маске», да, в проекте, и я говорю, ну вот вы там не выиграли, вы говорите, ерунда, зато я такие песни попробовала. То есть вам еще интересно пробовать. Конечно. Это как раз самое интересное, зачем я соглашаюсь на такие авантюрные проекты. Именно потому, что я понимаю, что именно здесь у меня есть возможность реализовать какие-то свои остаточные еще возможности, потребности и так далее. Почему вы так себя загоняете? Хочу все успеть. А вы думаете, что если вы будете торопиться, то вы... Вот признать, я Лариса Долина, я на Олимпе, вокруг никого нет. Потому что я сразу умру. Да? Угу. Цвет будет таким, какой вы выберете. Зеленый хороший. Зеленый хороший? Да. У меня цвет глаз зеленый, так что все нормально. Пошли, вы ведьма? Это у ведьм зеленые глаза. В некоторой степени все те, кто выходит на сцену, это ведьмы. Да? Да. Мужчины колдуны, а женщины ведьмы. Вы вообще считали себя красивой? Никогда. Парились по этому поводу? Ну, честно, нет. Да не бывает некрасивых женщин. Надо просто правильный макияж нанести, правильную прическу сделать, правильно одеться. У вас бывают моменты, когда вы слабая? Боюсь, что не получается. Ну ладно, вы крыс боитесь. Вы даже не произносите при мне название этого животного, иначе я сейчас в обморок упаду. Есть еще второе животное, которое вы боитесь, я не буду произносить тогда. Да. Ну хорошо, в этот момент, когда вы видите... Хорошо. Я не имею. Ну вы слабая? В этом смысле, да. То есть мужчине, чтобы вы вот повисли у него на руке и стали маленькой и ранимой, нужно всегда иметь в кармане вот что-то такое? Господи, какой ужас. Я хочу представить вас себе слабой. Пока у меня не получается. Так у меня у самой не получается. Высоты вы боитесь. Если вас посадить на Останкинскую телебашню, вы будете слабой? У меня недавно была съемка, там сказать, что это даже не 2-й этаж, это 1,5 этаж. Угу. У меня закружилась голова сразу. Вы даже не представляете, сколько мне стоило усилий начать петь, допеть этот куплет, чтобы я смогла развернуться и спуститься по этой лестнице. Это кошмар, как я боюсь высоты. Просто паника страшная. Я боюсь летать. Представьте, сколько лет я летаю, и я до сих пор боюсь летать. И как вы с этим справляетесь в самолетах? Я не знаю, я
начинаю сама с собой разговаривать, даю себе задачу психологическую, что это все не страшно, что все будет хорошо, что турбулентность – это вообще забудь. Это бояться надо посадок и взлетов. А вот их я никогда почему-то не боюсь. А турбулентности боюсь жутко. Знаете почему? Потому что вот это пространство, когда ты находишься между небом и землей, когда у тебя нет почвы под ногами, когда ты ее не чувствуешь, землю, вот от этого страшно. Что все это происходит вообще где-то непонятно где, в воздухе, и ты с этим ничего не можешь сделать. Ты ничего не можешь изменить. Слушайте, ну мы были вот у вас на спектакле «Суини Тодд». Вы там тоже скачете по второму этажу? Да, но я там долго не нахожусь, потому что там есть перила, за которые можно держаться. Зачем вам была эта роль, которая наполовину все-таки драматическая? Ну, а как же не испытать то, что вот хочется испытать, попробовать этот эксперимент жутко тяжелый. Я уже не говорю про музыкальную часть, там очень сложная партия женская, которую я учила 2 месяца. Я только 2 месяца учила музыкальную партию свою. Чрезвычайно сложная музыка Сондхайма. Ну и мюзикл, у которого есть, в общем, достаточно серьезные прообразы, премьеры, там, и кино, и в кино. Конечно, да. Мне очень было интересно сыграть эту роль, потому что, по сути, характер моей героини очень схож с моим. Она такая же сильная, такая же целеустремленная. И, несмотря на то, что это глубоко отрицательный персонаж, она все-таки умеет любить. Но она в конечном счете все это зло творит из-за любви. Угу. А вы можете, да, из-за любви убить? Нет, конечно, нет. Мне кажется, вы можете. Нет? Нет. А что вы можете из-за любви сделать к мужчине? К ребенку, понятно, это не обсуждается. Все, кроме убийства. Удивительный факт из истории туризма. Массовые туристические поездки изначально появились в целях продвижения идей трезвости. 5 июля 1841 года британский предприниматель Томас Кук организовал путешествие на поезде из Лестера в Лавборо для членов общества трезвости. В поездке участников делегации сопровождал духовой оркестр, а по приезду в Лавборо ждала насыщенная культурная, просветительская и гастрономическая программа с безалкогольным имбирным пивом. Вечером того же дня поезд вернулся на вокзал Лестера, и теперь эта дата считается днем рождения современного туризма. Кук быстро оценил потенциал индустрии и начал активно развивать бизнес, построив первую туристическую империю. Сейчас, благодаря технологичным тревел-сервисам, планировать путешествия можно самостоятельно, например, через One2Trip. Здесь легко и просто можно решить все вопросы по организации поездки. Купить билеты на самолет, поезд или автобус, заказать экскурсию, забронировать жилье или арендовать машину. Я уже рассказывала, что у One2Trip есть travel-карта, которая позволяет получать приятный кэшбэк с ваших заказов на оплату будущих путешествий. Так вот, условия по ней стали еще выгоднее. Теперь кэшбэк на бронирование отелей 15%. Оформляется карта очень быстро. Заходите в мобильное приложение One2Trip, вводите свой номер телефона и никаких походов в банк. Кроме 15% на отели, карта позволяет получить кэшбэк 10% на железнодорожные билеты, 8% на авиабилеты и 1% вообще на все. Достаточно просто добавить ее в Apple Pay или Google Pay. Переходим по ссылке в описании, оформляем карту с большим кэшбэком от One2Trip и путешествуем с максимальной выгодой. Это правда, что вас в детстве называли Кутка? Угу. Почему? Кутка – большая скрипка. А Кутка – это что значит? Моя фамилия девичья – Кудельман. Так. Вот, кусочек фамилии просто. И вы... А большая скрипка, это потому виолончель. что виолончель, да.
Что вы помните из своего одесского детства? Вы родились в Баку, потом семья переехала в Одессу. То есть Баку вы не можете, наверное, помнить. Нет, я его помню, потому что мы туда ежегодно приезжали на каникулы, на летние. Конечно, я помню. Помню улицу, на которой мы жили, где жили мои тетя и дядя родные, и мои двоюродные сестры. Сад помню, инжир, гранат. Помню овчарку, которая там жила во дворе у них. Рекс его звали, мальчика. Многое помню. А детское детство, конечно, я помню. Я помню школу, в которую я ходила, 122-ю. Я помню нескольких своих педагогов в лицо, помню. Помню, как их звали, помню их фамилии. Это в общеобразовательной школе Да. или в музыкалке? Нет, в общеобразовательной. Музыкальная школа находилась в помещении музыкального училища нашего одесского, буквально в 3 кварталах от нашего дома. И дважды в неделю я вот со своей виолончелью через всю улицу Островидова пешком ходила, значит, вот, и слышала насмешки в свой адрес. А Я вы были маленькая была, маленькая, а инструмент большой. Угу. И насмешки постоянно были, особенно от мальчиков. Вот утка, большая скрипка. А помню, пару раз даже приходила в школу с инструментом, на каких-то вот школьных праздниках играла. Какие-то там этюды, минуэты. Почему виолончель? Скажу, почему. Во дворе, где вырос мой папа, с ним одновременно росла такая девочка, ее звали Жанна Герасименко. Они выросли вместе, одногодки, однолетки. Она, к сожалению, в прошлом году ушла. И прошло много лет, они разъехались, естественно, из этого двора. И потом как-то мы приехали в гости к бабушке к моей, которая там жила еще. И он увидел Жанну через много лет. Он нас познакомил, она взяла в руки мою руку, посмотрела на мои подушки на пальцах и сказала: «Боже мой, она же создана для виолончели. Давай ее ко мне». И папа отдал ее меня, то есть. Ее, то есть вас. Да. Я читала кое-какие ваши воспоминания, и это очень странная штука, потому что про Одессу обычно говорят солнечный, радостный, такой город. А в ваших воспоминаниях звучит, что холодно, сквозняки и сырость. Вы где жили? Когда я родилась, мы жили в подвальном помещении, в подвале. В прямом смысле этого слова. На улице Чечерина там. Совершенно верно, да. В этом подвале я себе на всю жизнь заработала хронический бронхит. В этом подвале, когда мне было 5 лет, я переболела очень сильным коклюшем. И до сих пор, представьте, я помню огромный таз, наполненный кровью. Вот так я кашляла. А напротив меня умирала моя бабушка, которая при мне умерла на руках моей мамы. Поэтому вот такие воспоминания у меня самые первые, детские. Потом, когда бабушка ушла, мама сказала, что я хочу отсюда переехать куда угодно. Я больше здесь жить не могу. И первая попавшаяся, значит, комната в коммунальной квартире, мы туда переехали. Кроме нас там еще было 20 соседей. Эту комнатку мы называли троллейбусом. Она была по форме абсолютным троллейбусом таким. Ну, туда даже мою кровать было некуда поставить, поэтому все детство я до подросткового возраста спала на раскладушке. Искривление позвоночника, сутулость. А уроки вы как делали? Сидя на раскладушке. У нас был очень маленький стол, потому что его некуда было ставить. И я даже помню, для того, чтобы родители... Ну, мама, чтобы заработать лишнюю копейку в Мама дом... машинисткой была? Да. Она по ночам печатала всякие диссертации, там всякие такие вот очень сложные работы. До 4 утра печатала, в 7 утра уже уезжала на работу, уходила на работу. Такая вот непростая у нас была. А кто деньги зарабатывал? Жизнь. Мама? Да ну, как зарабатывал? Это разве можно сказать зарабатывал? Ну, зарабатывал и папа тоже. Он был стекольщиком, он на любую соглашался халтуру. В любом месте, на любые деньги, лишь бы чтобы какие-то были лишние деньги в семье. Потому что те зарплаты, которые им платили, конечно, это... Я редко ела сливочное масло, потому что не на что было покупать его.
Вкус его узнала только когда начала ездить на гастроли. Вы стеснялись этой бедности? Нет. Ну, у всех по-разному все бывает. Нет, не стеснялась. Это правда, что родители вас сопровождали в ресторан, где вы пели? Совершенно и вы верно. за вечер зарабатывали больше, чем они за месяц? Нет, я зарабатывала 5 рублей 5 рублей там много. за один вечер. 5 рублей, да. 3-4 раза в неделю, это вот как договаривались с музыкантами. Меня пап с мамой привозили туда к 7 часам. В 9 вечера забирали. Они поощряли этот вид заработка? Нет, конечно, им это не нравилось, но музыканты их уговорили просто, и им ничего не оставалось, как согласиться, потому что под сильным напором музыкантов, вот представьте себе, что они приезжали к нам домой каждый день на протяжении целого месяца, уговаривая моих родителей вот на эти 2 часа, 3-4 в неделю отпускать меня вот на работу. И как вам эта ресторанная жизнь? Вот вы не думали о том, Мне что... было очень страшно, потому что я всегда боялась, что кто-нибудь из преподавателей школы вдруг появится в ресторане поужинать. Ну, это, конечно, это было бы странно, потому что, получали это не очень большие зарплаты педагоги. Поэтому это было бы странно. Тем не менее, я очень сильно боялась. Всегда смотрела на дверь входную в ресторане, когда пела. В какой момент вы про себя узнали, что вы еврейка? Всегда знала. Ну, то есть не так, что кто-то сказал, и вот вы поняли? Нет, конечно. У нас в семье этого не скрывали. Скрывали только язык. Моя мама с папой крайне редко говорили на идиш. Они на идиш говорили? Иногда говорили только, чтобы от меня скрыть какую-то информацию. Чтобы я ничего не поняла и не услышала. А крайне редко говорили на идиш. И папа не очень хорошо его знал. Мама хорошо знала. Папа не очень хорошо знал язык. А в какой момент вы поняли, что быть евреем в СССР не так, чтобы здорово? Я поняла это в школе. В школе, в одесской школе? Совершенно верно. У нас школа была непростая. У нас школа была такая полубандитская. В ней учились дети из не очень благоприятных семей. Больше половины детей училась как раз вот из этих семей. Поэтому еврейского населения в школе было очень мало. Ага. И меня называли жидовкой. Довольно часто. Это было для меня самым страшным оскорблением. Вы знали, что это значит? Да. Откуда? Родители сказали. А, родители сказали. Это было обидно. Это было самым страшным оскорблением. Я всегда плакала, когда слышала вслед подобные оскорбления. И были ли у вас в семье мысли о том, чтобы уехать от этого? Мой родной дядя, родной брат моего папы, он был коммунистом, работал на заводе, руководил целым цехом. И мой папа начал с ним эти разговоры вести. На что всегда получал отрицательный ответ: «Я член партии, да ты что? Да как ты смеешь вообще со мной разговаривать?» В итоге он уехал со всей семьей. А вы остались? А мы остались. А почему вы не уехали? А потому что я не захотела. А родители? Они же не члены партии. Родители, они пытались со мной разговаривать на эту тему. Я сказала, что я никогда не поеду, я не хочу. Мое место здесь. Здесь я сделаю себе карьеру. А там я никому не... Я уже тогда понимала, что я там потеряюсь просто. Что мне там делать нечего. То есть вы сослагательно никогда не думали о том, что вот если бы вы маленькой девочкой уехали, и, например, уехали бы не в Израиль, а в Америку, то все бы вышло совсем по-другому? Я очень сильно сомневалась всегда, что я там смогу стать тем, кем я стала здесь. Нет, я не о популярности, не о своей значимости, а о том, что просто, может быть, получила бы хорошее, достойное образование. В тот же Беркли колледж поступила бы. Но судьба моя неизвестно, как бы сложилась. А здесь я почему-то точно была уверена, что я стану тем, кем я стала. Вообще, в обычной жизни я крашусь самостоятельно, и поэтому с особым трепетом отношусь к выбору косметики. Тут важно выбрать таким образом, чтобы косметика подчеркивала достоинства и скрывала недостатки. Чем дольше ты живешь,
тем трепетнее относишься к решению таких вопросов. Зубную пасту я тоже выбираю осознанно, тем более, что теперь это сделать еще удобнее. Президент первым на российском рынке выпустил зубную пасту с контролируемой абразивностью. И теперь можно самому выбрать, какой вариант вам больше подходит. На обороте каждой пачки есть наглядная шкала абразивности. Она измеряется индексом РДА. Если опустить всю научную терминологию и сформулировать максимально просто, то получится так. Чем выше абразивность, тем сильнее зубная паста воздействует на эмаль. Поэтому для чувствительных зубов подходит паста с индексом РДА 25. Для ежедневного использования паста с индексом РДА 75, а для интенсивного отбеливания паста с индексом РДА 100 и выше. Себе я покупаю пасту «Президент Реноме» с индексом РДА 75. Для меня это оптимальный выбор, чтобы эффективно и безопасно удалять налет, не повреждая эмаль. По ссылке в описании все подробности о линейке зубных паст «Президент», а по промокоду Гордеева 15 скидка 15% до конца этого года. Переходим и выбираем то, что подходит именно вам. Дома какие вообще были настроения по поводу Советского Союза? Я сейчас не говорю даже про отъезд, да, по поводу коммунизма, по поводу вот всей вот этой вот... Разные были, конечно, все ругали советскую власть. Мама с И папой. мама с папой ругались бесконечно, потому что, это было очень тяжело. Везде запреты, никуда не поедешь, за границу не поедешь, денег нет. Я помню, у нас такая по части самодеятельности, я участвовала в художественной самодеятельности, естественно, откуда мне было черпать знания и так далее, где можно было петь. Ходила в кружки всякие, пела там. И такая поездка в Болгарию, значит, города побратимы, Одесса и Варна. Тут сел на пароход, ночь, вот от Одессы до плывешь. Варны, да. Да, просто рукой подать. И, денег в семье нет, надо хоть какие-то копеечки с собой взять. Я же не могу вообще пустая туда поехать. Где-то папа раздобыл $20. Две зарплаты потратили на то, чтобы купить эти $20, и зашили мне в каблук, в босоножки. Провозить нельзя было вообще ни одну копейку валюты. Просто в каблук зашили, в итоге меня никто не проверял. А кому придет в голову в каблук? Ребенка. Ребенка. 16 лет, я такая уже была, подросток такой. Уже ребенком назвать было нельзя. И, в общем, там на эти $20 какую-то ерунду купила. В первый раз в жизни пошла сама в магазин. Какую-то рубашку, какой-то маниста купила. И помню, я приезжаю домой, и моя мама была очень таким жестким человеком. Она всегда на меня кричала. С причины, без причины. Просто кричала, и все. Вот я из детства помню ее крик постоянный. Вот просто постоянный. На что ты потратила эти $20? Галя, это всего $20. В итоге папа за меня заступился и порвал все, что я привезла. Он вообще очень редко злился. Очень редко. Он был очень спокойным, уравновешенным человеком. Я очень любила родителей, но больше всего папу, потому что мне с ним всегда было так хорошо и так спокойно. Мама дает 15 копеек в школу на сосиски. Папа дает рубль. С папой пошептаться можно было обо всем, о чем невозможно было разговаривать, даже заикнуться маме. Папа меня всегда понимал, принимал и всегда был на моей стороне. А мама нет? Нет. Вы простили? Да, конечно, это же мама. Но это откладывает же большой отпечаток, когда такое жесткое воспитание. Ты становишься человеком, который все время хочет доказать, что он заслуживает любовь. Нет, просто я понимала, что мне нужно вести себя со своей дочерью совершенно наоборот. С точностью до наоборот. Что я никогда не буду на нее кричать. Что я буду всегда понимать ее, что я хочу стать ее подругой, чтобы она мне все доверяла, иначе я не смогу в какие-то тяжелые моменты ее жизни помочь ей и так далее. И так оно случилось. Мы с ней подруги. То, чего я хотела от мамы, но не получила, к сожалению. Вы столкнулись с антисемитизмом не только на бытовом уровне в школе, вы столкнулись с антисемитизмом
который как государственная политика был, в том числе в своем творчестве, когда вас вырезали из «Голубых огоньков». Да, меня вырезали из «Голубых огоньков». И если кому-то вот из музыкальных редакторов вдруг приходила мысль меня где-нибудь снять в какой-то программе, он рисковал своим местом в музыкальной редакции, своим реноме. Но все-таки меня снимал, и потом в итоге меня вырезали отовсюду. Представьте, что даже Кобзон не мог уговорить Лапина, чтобы меня хотя бы в одной программе оставили. Отовсюду резали. Как можно было не стать диссидентом, вот бесконечно это испытывая на себе? Ну, просто у меня была другая задача в жизни – доказать всем, что я из другого теста сделана, что я, независимо от принадлежности к национальности, никуда не уехала, живу здесь, в Советском Союзе. Могу представлять наше искусство в любой стране и всегда буду там желанным гостем. Не потому, что я сейчас там из себя какую-то значимую делаю. Я просто говорила им правду. Я говорю, вы мешаете мне приносить пользу государству. Тем, что не пускаете меня сюда, туда, вырезаете меня. Вы сами мне мешаете это делать. Но потом, видимо, они успокоились. Потом власти поменялись. У руля там Гостелерадио пришел другой человек. И немножко политика развернулась в мою сторону. Вы сейчас принимали экзамены. Сколько человек теперь плачет в коридоре? Нисколько. Сегодня было 3 пятерки и 2 четверки. Ой, ладно, и мне казалось, что вы очень строгий преподаватель. Притом, нет, я строга, но я справедлива. Если я слышу, что девочка или мальчик хорошо подготовлены, я никогда не буду занижать оценку. Зачем? За что? Почему вам важно было стать преподавателем здесь? Дело в том, что я же сама для себя эту роль не выбирала. Меня пригласили сюда, меня позвали. И я не была уверена, что я с этим справлюсь. И я попросила дать мне 2 месяца испытательного срока. Да ладно? Серьезно, да. Попросила, потому что я не понимала, справлюсь. У меня же нет педагогического образования. Я могу делиться только своим опытом. Собственно, этим я и занимаюсь. Сколько вы раз в месяц здесь? В месяц? Я 4 раза в неделю сюда приезжаю. Нет. Заниматься со своими студентами, да. У меня их 23. 23 студента, только моих. Обалдеть. А вы заходите, у вас автографы берут сразу на входе? Нет. К моему присутствию уже здесь давно привыкли. Я 6-й год. Так что автографы не берут. Но уважительно здороваются. Зачем сегодня люди идут учиться петь джаз? А это не только джазовый. У нас не только джаз. У нас же эстрадно-джазовое отделение. Джазовое отделение, да. Но все равно они же должны как-то... Ну, не то чтобы должны, мы их не обязываем. Если дети, у которых способности петь джаз, а должны быть определенные возможности и способности, если я этого не слышу, я не буду их заставлять это делать. Я буду развивать их, стараться развивать их в том направлении, в котором они могут себя показать и проявить по-настоящему. Понимаете? Потому что, ну, я считаю, что это не нужно делать. Есть у человека определенная стезя в жизни. Может быть, она и узкая у него, узконаправленная, но по ней надо развиваться. Вот этим я и занимаюсь, и педагогов своих прошу этим заниматься, чтобы они шли именно по этому пути. Конечно, для развития они изучают джазовое сольфеджио. У нас есть специальный урок. Этого предмета нет ни в одном институте России. У нас преподаватель, который создала этот учебный процесс, и этот урок, и этот предмет сама создала. Джазовое сольфеджио. Оно очень помогает детям, в принципе, ориентироваться, потому что, когда мы учим с ними новый материал, им нужно обязательно его наигрывать для того, чтобы уложить в ушах, для того, чтобы хорошо слышать, чтобы не было проблем с интонацией. Но тут очень много тонкостей, которые необходимы. Абсолютно. И для общего развития, конечно, мы даем им там джазовые какие-то распевки. Они поют их все, без исключения. Даже те, у кого нет способности свинговать. Потому что свинг – это основа джазовой музыки.
Вот. Для общего развития. А дальше уже мы, когда начинаем подбирать им материал, девочки и мальчики на первом курсе у нас не поют песен. Они поют инвенцию Баха. Хорошо. А вот со второго курса они уже начинают петь песни. И когда они начинают петь песни, мы, конечно, идем по тому принципу, чтобы их не заставлять петь то, чего они не могут. Мне важно, чтобы они не только в музыке разбирались хорошо и научились правильно звуки извлекать и правильно дышать, потому что дыхание – это тоже основа пения. Чтобы они еще учились понимать то, о чем они поют. Потому что когда они приходят, детки, там, в 17-18 лет, они же еще жизнь не прожили. Они не могут спеть по-настоящему песни о любви, не прочувствовав это всего. Я начинаю говорить им: ребят, вот когда я пела в вашем возрасте, начинала петь песни о любви, я представляла себя на месте героя или героини. Иначе никак эту песню не прожить. Представьте, что эта ситуация происходит вот с вами. Я понимаю, что это прочувствовать до конца на 100% невозможно, но представьте, хотя бы представьте себе. И работает. Что должно произойти с вашими студентами, чтобы вы поняли, что вот да, моя преподавательская карьера состоялась? У меня в этом году выпустилось, вот первый выпуск мой был, и 3 из 4 закончили с красными дипломами институт. Я считаю, что это в некоторой степени и моя заслуга. А дальше что должно с ними произойти? Вот чтобы пришли, сели в зал, или встали в зал, или плясали бы в зале? Вы понимаете, какая штука? Мы сейчас какое-то такое странное время живем. Такое ощущение, что голоса и профессионализм уже никому не нужны. Сейчас нужны фрики на сцене, нужны какие-то странные личности, которые бы приносили материальные блага своим продюсерам и так далее. А у меня-то школа-то старая. Я учу их петь красиво, я учу их осмысливать то, чем они занимаются. Я хочу, чтобы они стали настоящими профессионалами, потому что, что тут скрывать, мне уже много лет, и не так много осталось. Хочется, чтобы завтрашний день как-то заняли достойные люди, чтобы смена выросла подходящая. Вот то, чем я занимаюсь, и то, что я хотела бы видеть. Вы не смогли закончить училище Гнесиных не потому, что не хватило Нет, вам... я его в итоге закончила. В итоге закончили? Да, только заочно. Но вам пришлось уехать. У меня гастрольная жизнь была, мне надо было зарабатывать деньги. Вы уехали, потому что в 1983 году вышло постановление о том, что артисты... Это уже было позже, да. Не москвичи должны уйти из Москвы. Да, нет, тут нас просто уволили всех. Из Одним Росконцерта, да. Нас было 270 человек, включая народных, заслуженных, лауреатов и так далее. Вот такой странный закон и указ был издан тогдашним министром культуры Российской Федерации. Я даже помню фамилию Мелентьев. Господи. Но вы что, ему так и не простили? Нет, конечно, я всегда все прощаю. Я просто помню многие вещи. Потому что он мне тогда, по сути, сломал жизнь. И вы уехали этим в Ленинград? указом. Мне пришлось уехать в Ленинград, где было очень тяжело, потому что, денег не было, работы не было. Жили в одной комнате впятером. Я, муж, ребенок грудной и его родители за перегородкой. И впервые в жизни я пошла сама в Ленконцерт и сказала, где есть коллектив, где я могла бы поработать. Я говорю, мне надо просто зарабатывать на жизнь, мне надо кормить семью. Они понимали, кто вы? Тогда еще у меня не было такой популярности. С одной стороны, конечно, они знали, что есть такая певица, которая оказалась в Ленинграде зачем-то. В общем, как-то так решилось все потихоньку. Я пошла в оркестр Батхина. Какое-то время гастролировала с ним. Тоже за на не очень большие деньги, которые меня не выручали. И выручал меня только один проект. Раз в месяц я выезжала с программой «Товарищ кино». И вот эти 3 дня... За эти 3 дня я получала больше, чем получала за месяц зарплаты своей. И это, конечно, нас немного как-то на плаву держало. А потом уже я, поездив, понимая, что уже время пришло создать свой коллектив собственный,
набрала музыкантов питерских и предложила создать коллектив сначала на базе Ленконцерта, в чем было мне отказано. Поехала в Ульяновск, и там создала свой первый коллектив, свою первую команду. Слушайте, а вот этот ленинградский рок, это, собственно, начало 80-х, это период становления ленинградского рока. Цой, Гребенщиков. Но у меня в этой обойме никогда не было. Ну, маленький все равно город. Неужели вы не пересекались? Нет, никак не пересекались. У нас одна была история джазовая, а у них, у рокеров, совсем другая. И никаких Нет, не совместных... пересекались. Нет. А вам вообще интересно было, что в той Тогда области? нет. А сейчас? А сейчас интересно. Вы сейчас биты с рэперами записываете, коллаборации. Так я и в рок-фестивалях пою. И очень успешно. Но тогда хотели только джаз и все. Да, хотела джаз и хотела просто сделать свою собственную программу, состоящую только из русскоязычных песен, потому что до этого как-то так все английский язык, джаз, джаз-рок и так далее. А уже набрался материал на русскоязычную программу. Тогда уже появился Витя Резников. Тогда уже были несколько песен, которые Игорь Крутой для меня написал. Тогда много-много лет назад. И уже набрался так материал приличный. И уже я понимала, что вот надо идти именно по этому пути. Отвернулись от меня половина джазменов, с которыми я там концертировала и делала программы. А что они скажут? Вот, Это пошлость, да? Ушла в попсу. Но понимаете, какая штука? Для меня есть два определения. Вот есть попса галимая. Это что? Ну, это такие песенки-однодневки. Ну, приведите Их пример, много. чтобы было понятно. Ну, вот какой-то один. Боюсь обидеть авторов. Вот попса, а есть популярная музыка. Вот я в эту сторону. Я популярная музыка. Вот для меня все-таки имеет значение слово. Потому что попса – это такое не очень уважительное отношение, да, к музыке, которая вот написана в этом стиле. А популярная музыка – это совсем другой пласт музыки. Это Игорь Николаев, это Игорь Крутой, это на сегодня Макс Фадеев, это Леня Агутин. Вот это популярная музыка, по-настоящему качественная. А попса – это даже вот авторов, при всем уважении, но я не помню фамилии этих авторов. А Виктор Резников, который вы его считаете своим лучшим автором, у него вообще не было музыкального образования? Да, футболист. Нужно ли настоящей звезде, самородку, супер одаренному человеку музыкальное образование? Нужно. Образование для меня было, это просто я сутками прослушивала записи. У нас тогда не было профильных учебных заведений музыкальных. У нас не учили джазу, у нас не учили эстраде в мое время. А идти на оперный вокал тогда можно было и нужно было, наверное. Я сейчас очень жалею о том, что не пошла в консерваторию учиться. Да, очень сейчас жалею об этом. Так вот, я училась дома. Я сутками, я по 8, по 10 часов подряд слушала самую разную музыку. Вот это было моим первым образованием. Поэтому я вот сейчас рекомендую тем ленивым детям, которые не хотят поступать в вуз и ходить на теорию музыки, на сольфеджио и на занятия по специальности, хотя бы дома сидеть и слушать самую разную музыку. Хотя бы вот так образовываться. Вас не бесит, что вот нынешним звездам, назовем их там звездами ТикТока, те, которые собирают в ТикТоке, а все-таки они музыкой собирают в ТикТоке, что им так легко все дается, значительно легче, чем вам? Нет, меня в этом смысле ничего не раздражает. Просто получается, что на нет уходят просто те знания, тот опыт и та качественная, хорошая музыка, которую я и мое поколение, и не только мое поколение. Я знаю очень многих и 20-летних, и 30-летних, которые действительно воспитываются и любят хорошую, качественную музыку, которая на моей стороне в этом смысле. И просто очень хочется все-таки молодежь развернуть в сторону качественной, хорошей музыки. Но боюсь, что мне самой это сделать не удастся, потому что у них такой круг их почитателей, миллионная армия, многомиллионная армия. 10, 20, 100 миллионов. И вы знаете, иногда мне просто становится страшно, что же нас ждет завтра, вот, когда... Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет, что вот эти вот детишки, они же вырастут. Через 5 лет у них могут поменяться музыкальные привязанности. И они скажут себе, что это
вот это я слушал. Так не, ну и те, кого они слушают, они же тоже, наверное, будут меняться. Все будут меняться. Вот это и дает мне возможность не зацикливаться на этом и не раздражаться по этому поводу. Но вы сильно рассердились тогда на Валю Карнавал? Да нет, вообще не рассердилась на нее. Можно, правда, я уйду? Ну ладно. Ну, мне не интересно и неприятно. Это разговор с девушкой, которая сидит, которая ничего не знает о музыке, ничего, претендует на то, чтобы стать звездой, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, не попадая ни в одну ноту, и еще спорит и доказывает. Я сердилась на то, что меня как-то вот Макс поставил немножко неловкое положение, потому что, ну, когда приходит девочка и в глаза мне говорит, что она не хочет учиться и считает, что ей это не нужно, хотя слышу, что она ни в одну ноту не попадает, ну просто смирись с этим и скажи, да, ну да, правильно, я действительно не смогла спеть эту распевку, а это одна из самых простых распевок, которые, в общем-то, я даю своим студентам петь. Но она же ведь этого не сделала, она этого не сказала, и... Ой, да еще повторите мне там 6 раз, что вы хотели сказать. Ну, как-то вот неправильно это все. Нет никакого раздражения, никакой да нет, ничего, на самом деле. Я абсолютно нормально отношусь к ней. У меня нет никакой даже у меня никакого остаточного явления отрицательного после нашей встречи нет. А, нету? Абсолютно. Ваша внучка Саша случаем не слушает Валю? Уже нет. Слушала, да? Да, уже нет. То есть на нее программа такое впечатление произвела? Вот это да. Где-то вы сказали, что по-настоящему ваша карьера началась в 42 года. Что это значит? Это значит, что, как ни странно это прозвучит, но «Погода в доме» появилась именно в это время. До этого, ну, была, конечно, популярность. Но «Погода в доме», она принесла мне сумасшедшую популярность. И надо сказать, что никто меня не заставлял петь эту песню. Я ее выстрадала и понимала, что уже вот... Если бы 3 года даже тому назад я не справилась бы с ней по состоянию, по своему душевному. И вот она появилась именно в то время, когда должна была появиться. Когда я уже понимала, о чем я пою. Когда я понимала, что хватит орать, что хватит уже все знают, что у меня сильный голос и так далее. Я уже все всем доказала давно. А теперь я хочу просто быть женщиной, мягкой и петь все. И в том числе и такие песни, как «Погода в доме». И появился целый пласт таких песен, который вот принес мне, конечно, совершенно сумасшедшую популярность. И деньги. Другие деньги, конечно. Честно заработанные. Ну, то есть оно того стоило. То, что вас же очень стыдили всякие ваши коллеги, джазовые музыканты. Да, но вы знаете, что я всегда говорила им, что это так глупо рассуждать. Но я не уходила от джаза, я просто чуть в сторону отошла. Ну, иногда, знаете, со стороны возникает ощущение, что у вас есть как будто бы 2 жизни. Вот есть Лариса Долина, которая там, ну, где-то вот здесь, допустим, да, она совершенно невероятно свингует, она супер голос, она лучший голос нашей страны, там, она может все. А есть Лариса Долина, которая участвует там, в «Песне года», в «Голубых огоньках», поет народные песни, под которые женщины плачут и выпивают свою скупую рюмку водки. И эти 2 женщины в нормальной жизни не пересекаются. Но они тут внутри пересекаются. И еще как пересекаются. Вы когда выпьете, что Одна вы поете? дополняет другую. Ну что вы поете, когда вы выпиваете? Когда выпиваю? Да. Ничего не пою. Я пою тогда, когда выхожу на сцену. Я не выпиваю, когда выхожу на сцену. Ну, это понятно. То есть дома вы, выпив, ничего не поете? Могу выпить дома, но это бывает очень редко. А поете? Не пою, когда выпиваю. Я не хочу мешать одно с другим. А зачем? Понимаете, какая штука? это в природе. Это же моя работа, это то, чем я занимаюсь в жизни, и мне надо просто физически отдыхать от этого. В каком-то журнале, когда я готовилась, я читала, что у вас на столе здесь 6 фотографий Путина, но их здесь нет. Ерунда. Кто вам это сказал? Да не мне сказали, в журнале написано. А, да? Да.
У вас есть там фотографии Путина. Да. Но они висят как бы на другой стене напротив джазовых звезд. Здесь никогда их не было, этих фотографий. Правда ли, что он вам нравится вот по-мужски? Да, правда. Что вам нравится, когда он рассказывает анекдоты? Да, нравится. А был какой-то праздник, он нас частенько с Игорем Бутманом звал послушать джаз. Путин любит джаз. Не то чтобы любит, он хотел полюбить его. И с нашей помощью, в общем-то, не то чтобы пристрастился к этой музыке, а полюбил ее. И однажды у нас такое было небольшое застолье после очередного концерта. Потом песни пели, он пел под баян. У нас там был баянист, он пел, значит, Владимир Владимирович спел очень красиво, кстати, спел «Город над вольной Невой». Непонятно. И очень красиво спел, кстати, да. Так что, да, он мне нравится по-мужски, нравится, он умный, он с ними интересно разговаривать на любую тему. Он мне нравится и всегда нравился. Вы, когда стали членом партии «Единая Россия», это по любви было или по работе? И так, могу сказать. Там в этой партии туда пришли все те люди, которых я уважаю и безмерно люблю. Очень много актеров. Это такая, знаете, я не знаю, мне показалось, что вместе мы что-то сможем хорошее сделать. Ваши ожидания оправдались? В некоторой степени. Мне просто кажется, что когда артисты вступают в партию, в какую-то политическую, это не очень здорово. Но мы же не какие-то лозунги не пропагандируем. Мы по своей части какие-то можем вносить предложения и так далее. И там очень много было, кстати, сделано. А вот что мной это было? нет, а вот актерами известными, которые стоят до сих пор в партии, многие какие-то вещи были полезные сделаны. И помогла партия. А что из задуманного, вот из того, что вы видите, чем можно гордиться? Из того, что я сделала? Да. Я имею в виду вот с помощью партии. Я никаких лозунгов и никаких предложений просто не успела внести. Почему? Потому что я очень плотно работающий, гастролирующий человек. До сих пор. Настолько плотно, что если я, например, 5 дней в Москве, мне уже плохо делается. Я так привыкла к гастрольной жизни, что уже мне хочется рвать куда-то и выходить на сцену каждый день. И вот это подпитываться зрительской аудиторией, которая приходит послушать хорошую музыку. Мне это необходимо, как вот жизненно важная такая история. Хотя, конечно, институт забирает очень много времени, и занятия тоже должны проводиться регулярно. Но как-то я пытаюсь совместить очень плотный график. Но я сама для себя его хотела, для себя сама придумала все это, поэтому я не жалуюсь, а сейчас просто констатирую факт. Поэтому я просто не успела физически внести никаких предложений туда. Но за меня это делают мои коллеги, так что я рада за них, за то, что у них все получается. Вы с 2000 по 2012 год были в Совете по культуре при президенте России. И у вас было целое предложение о том, как нам обустроить нашу эстраду. И если я сейчас правильно процитирую, идея была в том, чтобы на афишах концертов заранее объявлялось, что будет фонограмма, и цены на эти концерты были бы значительно ниже, чем на живые концерты. Да, я свое мнение обуславливала тем, что просто зрителей обманывать нехорошо. Что вам ответил Путин? Он же там пошутил? Он пошутил, и все, на этом все закончилось, к сожалению. И с 2012 года вы больше не в Совете по культуре? Нет. А почему? Меня как-то там оттуда вычеркнули из Вас и совета. Макаревича. Да. А что случилось? Не знаю. Нам же не объявляют причину. Меня просто вывели из состава, и все. Причину я не знаю. А вы можете себе представить, какое количество звезд российского шоу-бизнеса вы перепугали насмерть своим предложением, скажем, обесценить концерты под фонограмму? Наверное, перепугала. Вам лично кто ничего не говорил? Нет? Никто. Все, кто поет вживую, пел тогда, все были на моей стороне. А много людей у нас поет вживую? Сейчас много. Но это уже молодые артисты. Да. К счастью. Вот эти вот тиктокеры, кстати. Нет, не тиктокеры, а вот уже сформировавшиеся звезды, которые побеждают на разных конкурсах, такие как Зиверт там, или Астики Арти. Вот они, Манижа. Манижа, да. Вот они по-настоящему могут показать свое искусство живьем.
И они поющие люди, по-настоящему поющие. А что делать со всей этой огромной базой, которая поет под фонограмму? Я не знаю, я думаю, что зрители сами для себя выводы делают. Уже они так чувствуют уже и так слышат это все. Ну нет. О, да, поверьте мне. Поверьте мне. Ну вот приходят, люди же покупают билет, чтобы прийти на песню года. А это другая история. И там все поют под фонограмму. Нет, песня года, да, и я вынуждена. Все. Ну как вы? Потому И что вы это поете под фонограмму. телевизионная версия, которая предполагает, что живой звук, тем более в Олимпийском или вот на таких больших площадках, сделать невозможно. С одной стороны, конечно, они нам немножечко врут, потому что, в принципе... На Уэмбли как-то все поют, звезды вживую, можно сделать, ничего не да. мешает. Но это такая старая советская привычка, которая уже ею и осталась. Я имею в виду концерты вот звезды одной, которая приезжает там в город со своими гастролями, да? Кассовый концерт. Вот здесь обманывать точно нельзя. Здесь точно надо петь живой концерт абсолютно. Очень многие люди говорят о том, что другие люди поют под фонограмму, но никто никогда их не называет поименно. Кто поет под фонограмму? Не скажу. Почему? Потому что уважаю это этих позорит артистов. вашу индустрию. Нет. Это нисколько не позорит мою индустрию. Сейчас речь идет. У меня в голове сразу несколько имен, но это уважаемые мной люди. По некоторым причинам я не могу называть их имена. Но это этическая такая история. Путин тогда джаз полюбил, когда вы с ним сидели? По-моему, да. По-моему, да. Он стал его, во всяком случае, он стал его понимать. И принял. А потом вы еще ходили на джазовые концерты? Он ходил ли? С вами? Нет, со мной нет. Тогда мы не Но можем я помню, проверить. что он был у меня в Сочи на сольном концерте моем фестивальном. Он тогда отдыхал, я помню, у него там какие-то встречи тоже были. Ну, как обычно, он же просто так никогда не приезжает отдыхать в Сочи. И вот я знала в то время начальника его охраны сочинской. И он мне позвонил и сказал: Лариса Александровна, сегодня Владимир Владимирович будет на концерте. Такой шок, с одной стороны, а с другой было очень приятно. Когда он вошел в зал, зрители уже все сидели. Ну, то есть он опоздал. Да, он немного опоздал, но у нас концерты вовремя никогда не начинаются. Мы всегда до последнего ждем, когда публика рассядется и так далее. И весь концерт не ушел, весь концерт просидел, было очень приятно. Вот. И даже, по-моему, пел «Погоду в доме» со всем залом. Да ладно? Да. То есть все-таки в него попадает? Конечно, он же человек. Он же такой человек, как мы с вами. Почему это должно мимо него проходить? Я бы посмотрела, как вы с ним вместе поете «Погоду в доме». Я бы тоже. В российском шоу-бизнесе вообще возможно дружить между собой? Ну, у меня много друзей. Настоящих? Да? Я в душу никому не лезу никогда, никого не буду, но отношения у меня теплые со всеми абсолютно. А дружу я вот, например, с семьей Пресняковых всю жизнь. Вовка на моих глазах вообще вырос. С Лолитой дружу много-много лет. Мы с соседками с ней были, жили в одном подъезде. С кем еще вот у меня такие теплые сердечные отношения? С Валерой Леонтьевым всю жизнь дружим. С Соней Ротару, я ее совершенно обожаю, она удивительный человек. Да со многими, да и с молодыми сейчас дружу. Ну да, слушайте, вы такие делаете эти, как это? Коллаборации. Да, фиты. Да, фиты, да, фиты. Да. И как они вас воспринимают? Ну, Про знаете, буррито давайте начнем. Попадаю в капкан. Прощай, но помни об одном. Рядом с тобой всегда моя душа. Во-первых, степень уважения такая прям зашкаливает, да иногда даже просто хочется сказать: ребят, ну успокойтесь, я нормальная, и все в порядке. Мы не можем, я не могу. Уважение прям вот, да. Это, конечно, очень здорово, но тем не менее мы все равно на одном музыкальном языке разговариваем. Вот это очень важно. Кто из них вас потряс? Вот прям удивил.
И Бурито, и да Винчи. Сейчас вот жду песню, которую специально пишет Тёма Артик и Асти. Дуэт будем записывать. Гриша Лепс захотел со мной дуэт записать уже. Ну, Гриша Лепс все-таки это не новое поколение. Свою записал. Нет, я просто к тому, что сейчас это в какой-то степени меня тоже потрясло, что он захотел со мной дуэт записать. Они меня все, в принципе, потрясли, потому что вот эти предложения обоюдные, кому-то я сама обратилась, кто-то мне предложил. Я была на концерте у Артик и Асти. Это было весной, что ли, или летом. Они 3 аншлага собрали в Крокусе. Причем прямо вот 14-го объявили локаут, а 11, 12, 13 они дали 3 сольных концерта битковых аншлагов в Крокусе. Я была на заключительном 13-го. И я была совершенно потрясена концертом. Во-первых, море красивых песен, прекрасно поющая Анечка, чудная совершенно девочка. Прекрасные аранжировки, атмосфера в зале. Весь зал поет все песни от начала до конца. То есть настолько хитовые они все, настолько они... И кроме этого, что я еще увидела и услышала, то, чего я у многих молодых людей сейчас не вижу. Любовь сочится из каждой вот клеточки. Просто, вот, понимаете? А вот это же очень... Это самое важное. С любовью пишутся песни, с любовью поются эти песни, с любовью люди выходят на сцену. То есть они себя полностью отдают, любя своих зрителей. Молодых таких не очень много. Это мне кажется, все как раз молодые такие. Вот мое поколение, оно, возможно, может быть, я еще просто не всех знаю хорошо. Короче говоря, я и сама предложила им. Я говорю, ребят, давайте запишем. Они очень обрадовались, и вот уже полгода я жду. Специально пишут песню какую-то, я не знаю. Давайте из вашего репертуара возьмем. Просто ее переделаем. Нет. А с кем бы вы никогда не стали записывать? Таких есть несколько. Не буду говорить. Вот взрослым никому не нравится Моргенштерн. И я бы с ним никогда ничего не спел. Потому что, кроме того, что он мне как человек очень не нравится, потому что ведет себя недостойно. Во всем должна быть мера, я так считаю. Он меры не знает ни в чем. Он мне не интересен просто. Вот поэтому я с ним никогда бы ничего не записала. Слава Марлоу. Это возможно. Клава Кока. Не знаю, надо подумать. Вот с Нилетто записала бы что-нибудь. У него очень красивый тембр голоса. Я бы его научила немножко дикции, артикуляции, и мы с ним бы какой-нибудь дуэт, возможно, записали. Мне нравится тембральный его голос очень. Как вы думаете, те люди, которые запрещали ваши концерты вот тогда, они пожалели потом об этом? Они не концерты мои запрещали, они запрещали ваше существование. Они не хотели меня, они не признавали, что есть такая певица. Они делали вид, что меня вообще нет. Многие из них. От которых зависело мое появление, где бы то ни было. Я не знаю, жалеют они об этом или не жалеют. Это их дело. У меня нет никакой ни злости, я не злопамятный человек. Просто жалко было терять вот это вот время, когда все начиналось, когда было такое желание все объять, прям вот даже необъятное. И столько было всего интересных проектов, было море, в которых меня пытались снимать, и потом все это куда-то уходило, исчезало. А сколько записей моих размагнитили на радио. Прям размагнитили. Вот представьте себе, вот мы записываем какую-нибудь песню, если вдруг в конце этой песни я, как певица, которая владела джазовой импровизацией, всегда хотела вставить что-нибудь свое. Вот пою песню, и в конце где-нибудь какую-то фразу, одну единственную спела, какое-то маленькое красивое опевание. Из-за этого опевания размагничивали всю песню. Даже это было. При этом вы никогда не имели претензий ни к режиму, ни к кому. А куда я пойду с плакатом? Буду стоять у здания коммунистической партии и кричать, какие вы все сволочи, а я вот такая. Это же смешно.
А как вы относитесь к тому, что сейчас запрещают концерты и отменяют концерты некоторым музыкантам, которые где-то как-то высказали свою политическую позицию? Как ко мне, как относиться к этому? Вот вы как относитесь к этому? Вы понимаете, какая штука? Я придерживаюсь вот такого мнения. Я никогда не лезла в политику. Лезть в нее не собираюсь. Я занимаюсь любимым делом и очень дорожу им. Я не хочу рисковать своей профессией, любовью своих зрителей, любовью моей к ним. Не хочу рисковать ни одним днем, ни одной секундой, ни одной минутой. Еще учитывая, что мне уже даже не 60. Не хочу рисковать этим. Я слишком дорожу своей профессией. То есть, давайте попробуем сформулировать. Вам возможность петь дороже любых ваших политических высказываний? А вот там, например, есть рэпер Фейс, который высказался по поводу ареста Навального, и у него теперь нет возможности концертировать. Вы считаете, что он был неправ, что рискнул так творчеством? Ну, видимо, он об этом не думал, когда такие заявления делал. Может быть, ему его творчество не так важно, как участие вот в таких акциях. А для меня это очень важно. Я могу быть против или не против, но для меня быть в профессии – это самое важное в жизни. Ну, кроме моей семьи, кроме моих девочек. Мы с вами говорили о том, что вот этот указ, изменение, приказ, распоряжение, как хотите, о том, как регулировалось бы исполнение фонограммы в нашей стране, так и не прошел. Но, тем не менее, вы были 12 лет вот в этом Совете президента по культуре. Значит, что-то вы хотели в этом изменить? Вот что бы вы изменили хотя бы в культурной политике? Пусть меня простят ныне только начинающие свой путь музыканты и уже те люди, кто называет себя звездами. Но мне сейчас, сегодня, не хватает вот тех самых пресловутых худсоветов, которые были в мое время. Потому что все-таки надо как-то дозировать то, что появляется сегодня в средствах массовой информации, в сети. И то, что слушают дети, то, от чего они фанатеют, то, чем их воспитывают и пропитывают их сознание, мне это, скажу, мягко скажу, что не все мне нравится. Это я мягко так сказала. То есть, прикиньте, вы хотите, чтобы появилась какая-то еще другая Лариса Долина, которую бы не пускали? А при чем тут Лариса Долина? Ну, другая какая-нибудь. Ну, она будет там Катя Гордеева, Маша Иванова. Вы делали виньетку в конце песни, вас размагничивали. Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что я-то уже тогда была профессиональной певицей. Я говорю о тех, кто себя считает звездами, но который даже не знает, на какой линейке ноты находится, не может ни сочинять, ни петь, а уже считает себя звездой. И тот материал, в кавычках, который они предлагают нашим детям, дети воспитываются на этой музыке, опять-таки в кавычках, вот это должно быть все-таки дозировано как-то, на мой взгляд. Так мы вернемся, значит, к этим худсоветам. Кто бы в них входил? Достойные люди. А кто бы их выбирал? Достойные люди. Где мы столько достойных людей-то возьмем? Да уверяю вас, что их много. Слушайте, у нас с выборами сложно выбрать. Проблематично, скажем так. Это немножко другая история. У нас в стране сейчас очень много было и есть очень достойных музыкантов, поэтов, вокалистов, которые могли бы войти в этот совет. Но этого совета никогда не будет. Почему? Ну, потому что, наверное, это никому не нужно. И поэтому вот дети наши слушают все, что хотят. Так это же свобода. Потому что им никто этого не запрещает. В итоге что мы получим завтра, какое поколение, неизвестно.
иногда, честно говоря, начинаешь об этом задумываться, и немножко страшновато становится. Хочется все-таки как-то, чтобы... Ну, я не знаю, я не думаю, что я одна так говорю и считаю. Все-таки, чтобы они слушали хорошую музыку, смотрели хорошее кино, читали хорошие книжки. Но это же очень субъективно. Наверное, да. Но я как музыкант, воспитанная на хорошей, качественной музыке, иногда слышу то, что творится там вот и в этом же ТикТоке. Ну, иногда волосы на голове шевелятся. От безграмотности, от неуважения к профессии, от такой пропасти между хорошей, качественной музыкой и тем, что я слышу. Пропасть просто. Меня все время говорят, а вот помните, вы же тоже так начинали, да. Но я всегда была певицей, я пела. Меня никогда нельзя было назвать не певицей, потому что я пела всегда. У вас просто не было ТикТока. Я не знаю, ТикТока или не ТикТока, не в этом дело. Просто, ну, я считаю, что на сцену должны выходить только профессионалы. Это мое, как вы сказали, субъективное мнение. Но, уверяю вас, со мной согласятся тысячи людей. Вы являетесь официальным голосом боксера Константина Дзю. Как это вообще произошло и что это значит, главное? В 2000 году у меня была гастрольная поездка в Австралию. И на одном из концертов, ну, меня с ним до этого познакомили, мои друзья, близкие, Подожди, которые где с ним вы, дружили. где Константин Дзю? Объясняю. Он пришел на концерт, сел в первый ряд. Константин Дзю ваш фанат? Нет, послушайте. Ну, при чем тут фанат или нет? Его пригласили на мой концерт. Он пришел его послушать. Он сел в первый ряд. Так, хорошо. У него в руке были четки, он без них он с ними не расстается никогда. Очень внимательно посмотрел мой концерт сольный. И после концерта зашел в гримерку и сказал, а вот теперь я знаю, кто споет мой гимн. А что это был за концерт? Вы там пели какие песни? Ваши джазовые песни? Нет, русскоязычный материал абсолютно. Это для русскоговорящей австралийской... То есть это была льдинка, это была погода в доме? Да, совершенно верно, все правильно. Так, и выходя на свой... Это он должен был отстаивать свой чемпионский статус? Да, он должен был отстаивать свой чемпионский статус, и этот бой должен был произойти в Лас-Вегасе в 2002 году, и это так и случилось. И вот он мне сказал, говорит, теперь я знаю, кто споет мой гимн. Ну вы не льдинку там пели, не погоду? Нет, конечно. А это была там супер какая-то такая джазовая загогулина? Ну нет, не джазовая никакая, А какая? скорее роковая. Ну ладно, роковая, ну ладно, простите меня. Да, такая мощная получилась композиция. Ее до этого записал австралийский девичий квартет. Ему не понравилось. Он сказал, что там мало мощи и так далее. А мне нужна песня, которая не только будет предвосхищать мое появление на ринге, а чтобы я под нее тренировался еще. Так оно и случилось. Он до сих пор тренируется под эту песню. И вот я вышла тогда в Лас-Вегасе перед боем Кости с Забой Джудом. Сколько там человек сидело? Там было около 100 тысяч. И еще 200 миллионов, которые видели в прямом эфире эту программу, этот бокс. Да. И? Я ее спела тогда. И помню даже, когда на ринге, ну, у них же так принято, это элемент шоу, когда они там такие друг на друга, типа, я сейчас тебя убью, а я тебя убью. И Заба, когда проходил мимо меня, он меня оттолкнул. А вы ему в пятак? Нифига, я продолжала петь. Но мне кажется, кстати, что если бы вы занимались серьезно спортом, вы были бы неплохим боксером в суперлегком весе. Почему в суперлегком? Сколько вы весите? Сейчас мало, да. Ну, короче говоря, вот эта песня стала гимном. И вот Костя по сей день тренируется под нее. И вы дружите? Дружим. И он стал вашим фанатом? Да. Наверное, нет. Ну, нельзя сказать, что фанатом.
Он с удовольствием приходит на мои концерты, мы просто очень близкие друзья. А вы стали его фанатом? Потому что есть, я видела видео, где вы, значит, стоите, прыгаете Я на скажу его вам, бое. что впервые в жизни я не просто пела на ринге. Я потом, когда спела гимн, я потом спустилась к зрителям и наблюдала это все. Я раньше бокс не любила. Он об этом знает, я ему тоже говорила. Но когда я увидела, как он боксирует, я поняла, что передо мной не просто спортсмен, который кулаками машет, а умный, знает, в какой момент надо подойти, с какого боку надо, значит, стукнуть человека. То есть я поняла тогда, что в боксе тоже есть умные люди. Сейчас у меня еще появились новые очень приятные заботы, задачи. Я, наконец, получила грант На что? на создание собственной школы. На творчество, в общем. Это случилось буквально несколько дней назад. А где эта школа Я будет? не ожидала, что это утвердят вообще. Потому что у меня никогда ничего не выходило в этом смысле. Я всю жизнь прошу и ничего не получаю. Просила здание у Лужкова для репетиционную базу просто элементарно. Отказал мне. Собянин мне тоже отказал. Не он лично, а его помощники, потому что меня даже к нему и не пускают. Вообще смешно это говорить все, конечно. Это грустно все это. И тут, значит, одна моя поклонница, очень такая умная, взрослая женщина, решила, она в этой структуре работает, решила по своей собственной инициативе подать грант. Она мне об этом сказала, что хочет помочь мне как-то. Куда она подала? Фонд, есть такой фонд специальный, президентский. Угу. Это фонд президентских грантов. На именные гранты, да. Да, так. Подали, да и подали. А я никогда не верила, потому что у меня никогда ничего не получалось. Мне никогда ничего не давали. Никогда. И тут вдруг она звонит, говорит: Лариса, я вас поздравляю. Грант утвержден. А где это будет школа? Сегодня встречаемся и будем как-то уже думать, где взять это помещение. В Москве или в провинции? В Москве, да? А денег много, извините? Много. Сколько? А что, я могу озвучивать эту цифру? Вообще президентский грант – это открытая информация. 29 миллионов. 29 миллионов? Если вы В будете... масштабах фонда самого это, наверное, не очень большая сумма, а для меня значительная. То есть у вас будет впервые в жизни своя вокальная школа? Надеюсь. Раньше будем открывать, ребят. Я правильно понимаю, что вы не въездной в Украину человек? Я не въездной, да. Это доставляет вам огорчение? Да, это не просто огорчение. Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть к памятнику на кладбище, где похоронены мои мама, папа, бабушки, дедушки все. И это меня не просто огорчает. А Одесса вообще просто... даже не поэтому еще. Это, конечно, одна из главных причин. Но Одесса меня всегда подпитывала. Мне надо было просто пройтись по бульвару для того, чтобы вернуть силы. И физические, и душевные. По этим булыжным мостовым пройтись, съездить на канатную дорогу, спуститься по Потемкинской, прокатиться на каком-то катерочке по морю. Сейчас уже столько лет у меня нет такой возможности, и я питаю себя искусственно. Это тяжело, поверьте. Пусть получается, что даже если ты стараешься не смотреть на политику, политика все равно так или иначе распахивает двери, приходит к тебе в дом. Она пришла ко мне в дом. Я не знала, что так случится. Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым – это
все-таки российская история. Дальше не буду углубляться. Если бы я не была с этим согласна, я бы не поехала туда. Вот. Но я не знала, что это выльется в то, что выльется. Что мне запретят въезд в Украину. В Одессу. Вот, в Одессу. Все остальные города, ну как-то я переживу, что я туда не езжу. А Одесса для меня не просто любимый, родной город, а это моя душа. Я сейчас вот наполовину живу без души. Ну, выходит, что так или иначе вы расплачиваетесь за свои взгляды. То есть все-таки невозможно сохранить себя от участия в политике никаким образом. Но тут, понимаете, какая штука? Это нельзя сказать, что это 100% политическая акция была. Ну, слушайте, поездка в Крым – это политический поступок. Вступление в партию – это политический поступок, как ни крути. Вступление в партию, да, политический поступок. А поездка в Крым, я же туда поехала не просто там голосовать за Крым, я поехала туда петь. Ну, вы едете Я на была в территорию, профессии. которую другое государство не признает территорией этого государства. Ну, так вот случилось, да. Вы часто проводите лето в Юрмале. У нас там квартирка маленькая, прямо напротив моря. Буквально 5 минут ходьбы до моря. Но вот 2 года из-за пандемии не можем туда попасть. Скучаете? Очень. По Юрмале очень скучаем. Самый подходящий климат для меня вообще просто... Ну, сосны и воздух морской. Просто лучше не придумаешь. А не чувствуете там в этом какого-то диссонанса, опять же, политического, что ну вот Латвия – это Европа, это не Россия? Нет, вы знаете, как они по нам скучают? Как они скучают, что нет теперь новой волны в Юрмале? Все? Очень многие. И даже латыши тоже. Очень многие скучают. А вот вы скучаете по тому, как бы российскому присутствию там или в целом по Нет, тому, как мы были большой страной? Нет, я сейчас говорю, вы задали вопрос относительно Юрмалы, я им отвечаю, Да-да-да. что я по этому городу очень и очень скучаю. Мы там проводим каждый год практически все лето. Большая потеря, конечно, за эти 2 года, что мы даже неделю не смогли там провести. Мне там очень комфортно и очень вольготно. Мне очень там все нравится. Он такой уютный, какой-то такой маленький, комфортный, как конфетка прям вот городочек. Ну вот конфетка. И там все есть для ребенка. Прям напротив парк, где Буська там на велосипеде катается, и там вот эта тарзанка, всякие вообще потрясающие совершенно вещи. И у меня там мой любимый велосипед. 3-колесный, правда, на 2-колесном я так и не научилась ездить. Да, представьте. Ну как это вы так? Так это. У вас Ну, не 3-колесный дано. велик? Да, но у меня не простой велик, у меня этот самый... Мерседес? Нет, не Мерседес, круче. Кто выпускает мотоциклы? Харли? Харли Дэвидсон. У меня этот самый велосипед. Вау. Ага. Я хотела бы на это посмотреть. Ну, хорошо, что вам бы туда хоть не запретили въезд. Нет, туда не запретили, к счастью, да. Какой день в вашей жизни вы считаете самым счастливым? Вот вы его помните и прямо отчетливо и считаете его самым счастливым? Я всегда это помню и всегда буду помнить. Это рождение дочери. Хотя было все сложно и непредсказуемо. Во время съемок самого хитового для вас фильма «Мы из джаза» вы находитесь на 5-м месяце беременности. На 6-м месяце беременности. А вы говорите, что у вас все в жизни вовремя. Это не вовремя. Да вообще все вовремя. Всегда все вовремя, уверяю вас. У меня это точно так. Как можно там, вот эта сумасшедшая лестница, по которой вы спускаетесь, поезд, все вот эти сумасшедшие танцы на 6-м месяце беременности. Вы вообще, ну, сейчас скажу мягко, не боялись? Еще как боялась. Конечно, боялась. Тем более, если учесть, что у меня диагноз был очень серьезный. У меня был повышен тонус матки. И мне было приписано... Вообще должны были лежать тогда. лежать. Я Да. практически всю беременность пролежала в роддоме на сохранении.
Но здесь такое было дело, значит, ну, понимаете, кинорежиссеры, они же наглые очень, народ. Ну, как можно было Карену отказать? Ну, невозможно было отказать, тем более, что он сказал мне: Ларис, я буду тебя сам охранять. Я сам тебя буду увозить из больницы и сам же тебя буду привозить. То есть между съемками вы лежите в больнице? Да. В день съемок меня забирают в 9 утра на съемочную площадку, гримируют, одевают. Съемка закончилась, меня разгримировывают, я переодеваюсь в больничный халат и еду в роддом. Что произошло, когда родилась ваша дочь? Что произошло? Я была счастлива. Нет, там что-то произошло, и у вас ее забрали сразу. Да. Но это не сразу было. Это было через 3 дня. Во-первых, у меня не было молока ни 1 грамма вообще. Ее кормили, приносили ко мне редко. Я просила, чтобы часто, а она все время плакала из-за того, что хотела кушать. Потом на 3-й день мне принесли ее, она была вся желтая. И у нее началась желтуха необычная такая, с которой каждый 2-й ребенок рождается, а гемолитическая желтуха – это такое серьезное заболевание, которое связано с резус-конфликтом. У меня отрицательный, у отца ребенка положительный. Если бы она взяла мой резус-фактор, то есть отрицательный, она бы не заболела. Но она родилась с положительным резусом-фактором, поэтому она сразу заболела. И ее, не спрашивая моего разрешения, увезли в больницу, не сказав в какую. Когда я в 6 утра пришла за своим ребенком, мне сказали: а ее нет. Вот тут, если бы не стоял рядом папа, меня бы точно увезли на каталке с обмороком. Ее папа, да. Ее увезли в больницу. Спрашиваю: в какую? Я не знаю. Я говорю: как это вы не знаете? В общем, мы сели в такси, и 8 часов на этом такси ездили по всей Москве, искали больницу, в которую могли бы увезти моего ребенка. В итоге нашли ее в Морозовской больнице через 8 часов. В боксе, полным тараканов, в ужасающем состоянии и с температурой 41. Это ее так там лечили. В итоге я побыла с ней там сутки буквально. И через сутки мы с ее папой решили ее выкрасть из больницы. Почему? Ну, она начала худеть. Ребенок, вместо того, чтобы поправляться, она худела. Температуру ей не могли сбить. Ей там просто было физически плохо. Мы поняли, что надо ее оттуда выкрасть. Благо, это было на 1-м этаже. В 4 утра мой муж приехал на каком-то «Жигуленке», который поймал по дороге. И мы через 1-й этаж оттуда спрыгнули с ребенком и поехали домой. Без документов, без всего вообще. И через месяц плюс килограмм, через месяц еще плюс килограмм. Набирала и поправлялась, и температуру сбавили, и все, розовые щечки, и все ушло. То есть, если бы мы продержали еще какое-то время ее в больнице, неизвестно, что бы было. А молоко появилось? Нет. У нас была небольшая кухня рядом, фабрика кухни. Мы туда каждый день ходили в 5 утра за свежим молоком, кефирчиком там, и так далее. И тоже вам приходится уехать из Москвы в Ленинград. Вот это все, это рядом эти события. Чуть позже, да. Вот через полгода буквально, когда вот нас всех уволили из Росконцерта, потому что у нас нет московской прописки. Через полгода нам пришлось уехать в Ленинград. А дальше в вашей биографии есть такая интересная строчка. И Лариса Долина осталась одна на руках с младенцем. Почему вы остались одна на руках с младенцем? Я не знаю, что имелось в виду, но я решила развестись со своим мужем. И Линочке было 1,5 годика где-то, наверное. В охапку схватила ее и уехала в Одессу к маме. Почему? Как так? Ну, потому что я больше не могла жить со своим мужем-алкоголиком.
Вот это ежедневное беспробудное пьянство, которое довело меня просто до ручки. Уже я понимала, что я больше в таких условиях жить не могу. Я увезла Линочку к маме. Мама ушла на пенсию сразу. Я теперь бабушка, я теперь... Нет. Я теперь бабушка. Вот. Ну, когда она узнала причину, она ни слова не сказала. Не осуждали родители? Нет. Я теперь бабушка, все. И Линочку я оставила маме. А мне самой надо было как-то уже определяться с... Ну, у меня уже почти был коллектив. Почти. Мы сдали программу. То есть и в этот момент вы едете в Ульяновск? Да. Мы начали ездить на гастроли, приняли у нас программу, худсовет принял. Начала ездить на гастроли и так далее. То есть началась работа. Работа такая, я бы даже сказала, пахота. Гастрольная жизнь, но которая приносила все равно удовольствие, потому что я пела уже тогда то, что хотела. У меня были очень хорошие музыканты, и меня стали все больше и больше узнавать, признавать. И, ну, все как-то пошло, пошло. По дочке скучали? Не то слово. Я помню, когда она уже такой, где-то было ей лет 5, наверное, 6, я между гастролями всегда приезжала. В Одессу? Помню, приехала на несколько дней буквально. Мы с ней вот так и прожили эти 3 дня в обнимку. А потом, когда уже они поехали меня провожать в аэропорт с мамой, слезы стоят у нее в глазах, но она не дает себе, она себя сдерживает, чтобы не расплакаться при мне. И то же самое у меня. Только я поворачиваюсь, иду в самолет, слышу, как рыдания начались. И то же самое происходит со мной. И так каждый раз. До тех пор, пока я не приняла решение забрать ее в Москву. Это сколько лет? Причем у меня квартиры тогда не было еще. Я жила в гостинице «Россия» 3 года. Это сколько же вы зарабатывали, что вы могли себе позволить Не я жить в зарабатывала. гостинице? Я нашла спонсоров, который стал просто моим другом, который помогал мне платить за 2 номера в гостинице, пока мы искали квартиру. А классно жить в гостинице же? Ну, как сказать, классно. Как классно. Конечно, хотелось всегда свой дом иметь, свою квартиру, хоть небольшую, но свою. Но за 3 года, конечно, так привыкаешь, что уже кажется, что это твое. И вы с дочкой в гостинице жили? Да, я ее потом приняла решение, что будь что будет, я ее не буду дожидаться, пока появится своя квартира. Я дочку... Ей было 7 лет, когда я привезла ее в Москву, и она уже со мной там осталась. И вот ровно 3 года от звонка до звонка в России. И тут мне опять помогли купить квартиру добрые люди. Потом я, правда, расплачивалась с ними концертами. Да. И все, потом уже появилась первая квартира. Причем так странно, прямо напротив Морозовской больницы, в которой тогда Линка лежала. Вот прямо напротив, аккурат. На улице Мытной. Ваша дочь и внучка, почему вы их не снасильничали и не заставили их учиться в области музыки? Нет, внучка-то учится. Все, да? Все, кончилась вольница. Учится, и она, как все дети, немножко ленится, конечно, но по части вокала уже успехи делает такие довольно приличные. Это я не как бабушка говорю, а как слышащий человек, как профессионал. Я видела пару ваших с ней выступлений, это очень классно. И уже разница между тем, что вы слышали, и сегодняшней Сашей. Большая разница. Саше с вами тяжело? Нет, ей со мной очень легко. Можно ли сказать, что вы сейчас Саше отдаете то, что вы не успели отдать дочери? Нет, к сожалению, то же самое происходит. Из-за моей занятости я не могу заниматься с ней вокалом. Поэтому я ее отдала в руки Вити Началова, Юлиного папы. Потому что, во-первых, я не умею заниматься с детьми. Понимаете, это другая структура голосовых связок. Здесь надо понимать, как аккуратненько их не испортить и так далее. А Витя, он только с детьми занимается всю жизнь.
Поэтому Сашка, Лина возит туда ее там, ну, хотя бы раз в месяц, этого достаточно. Они там 3 часа занимаются, и этого посыла, и этого урока ей хватает надолго. Она запоминает все быстренько, схватывает, и потом это все выдает мне. И я такой, ничего себе. Ну, вы всегда хотели быть вот этой бабушкой? Бабушка с тату, бабушка в джинсах, бабушка веселая, бабушка там в кроссовочках. Но это не похоже на бабушку из сказочки. Ну, нет, я вообще, конечно, не бабушка из сказочки, я обыкновенная бабушка, но просто дело в том, что кроссовочки и джинсы я могу себе позволить только сейчас, когда я сбросила 23 килограмма, могу себе позволить и короткие юбки носить, и рваные джинсы, и кроссовки. Но, конечно, рядом, когда мы там с Сашкой стоим, она скорее скажет, что я тетя, а не бабушка. Ну, а я никогда не стесняла. Почему вы позволяете называть вас бабушкой, вашей внучки? Я говорю, а почему она должна меня звать по имени? Это ерунда какая-то, что никто не знает, сколько мне лет. Чушь собачья. Я бабушка, и я этим горжусь. Когда вы последний раз съели жареную картошечку? Я вкус ее не помню. Очень давно. Бедная. Мучитесь. Ну, я себя загнала в эти рамки жесткие. Но я не страдаю, потому что, ну, вы знаете, это такая ерунда на самом деле. Да я могу себе позволить ее съесть. И ничего не прибавится. Я сейчас... Настолько мой организм привык к этому режиму, что вот эта тарелка жареной картошки, она мне нисколько не повредит. Но только один раз, если. Вот я себе сейчас... Вот вы сейчас сказали, я вспомнила об этом. Наверняка на этой неделе съем тарелку картошки. Напишите мне. И никто мне ничего за это не сделает. А почему вы всегда выходили замуж за людей, с которыми вы работали? А так удобно очень. Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе нужно, он находится в твоей жизни рядом, он понимает, что тебе надо, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты всегда была в форме, чтобы у тебя было хорошее настроение. Надо понимание иметь. Поэтому и музыканты, конечно. Ну, это же, получается, он как бы на службе у тебя, получается. Ну, в какой-то степени, да. Но они же шли на это... Я же их не заставляла это делать. Они шли по собственной инициативе. А кто всегда был инициатором расставаний? Я. То есть начинали они, а заканчивали вы всегда. Да. Сейчас вы влюблены? Да. Замуж собираетесь? Почему? Не хочу больше. То есть больше не хочу. Чем на самом деле мужчины отличаются от женщин? По некоторым параметрам, я так думаю, что женщина сильнее мужчин, терпеливее, гибче. Вот эти самых 3 главных фактора, которые их отличают женщин от мужчин. Как мне кажется. Если бы вы имели... Кроме половых принадлежностей. Понятно. Если бы у вас была возможность выбора, кем бы вы родились, мужчиной или женщиной? Женщины. Почему? Женщиной, потому что я по природе по своей женщина, а не мужчина. Женщина. Я по-женски думаю, я по-женски живу, я все делаю по-женски. Но только женщины тоже разные бывают. Женщины бывают мягкие, бывают жесткие. Бывают сильные. Я сильная женщина. Но таких женщин тоже много. Как вы думаете, могла ли быть женщина президентом России? Над этим стоит подумать. Не знаю. Не знаю. Трудно ответить. Не думаю. Склоняюсь к тому, что нет. Почему? Россия страна неоднозначная, она очень сильная, и ей нужен сильный руководитель. Женщина, какой бы она сильной ни была, мне кажется, не сможет справиться с этим. Как вы видите себя через 10 лет? Не знаю. Хочется их сначала прожить.
Вы думаете о возрасте, вот в смысле конечности жизни? Когда начинаю об этом думать, пытаюсь сразу отогнать от себя эти мысли. Боитесь? Мгм. Вы верующий человек? Мгм. Что после смерти? Хочется верить, что другая жизнь. Вы так не верите? Я по знаку зодиака Дева. Девы очень земные все. Они никогда не фантазируют, никогда не во что-то сказочное не верят. Хотя, в принципе, я и внучку свою всегда ей говорю, что чудеса – это очень хорошо, когда ты в них веришь. Да, это правда. Это тебе просто помогает жить. Это хорошее чувство и хорошая такая история. Но сама я, вот сама, в сказки не верю. Наверное, потому что все всегда давалось тяжело, и все всегда сама на своих плечах, и никто не помогал, и никаких сказочных и фантазийных эпизодов в моей жизни не было, а только сама жизнь, которая меня и научила очень многому, и отстаивать, и выстаивать, и переживать, и сопереживать, и переносить, и ну, в общем, очень многому научил меня мой собственный характер. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? А можно и то, и другое? Пожалуйста. Свобода или стабильность? И то, и другое выбираю. Да что же за человек-то такой? Правда или безопасность? Боже мой, а как можно здесь выбирать? И то, и другое выбираю. Summertime или погода в доме? И то, и другое. Вокал или семья? Вокал. Вот тут понятно. Даже не знаю, что тебе сказать.